32 года назад на территории Украины произошла катастрофа, которая изменила историю человечества. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, и огромное радиоактивное облако распространилось на территории нашей страны и за ее пределами. Эта катастрофа породила кучу мифов и сплетен, которые нужно проверить, а это моя работа. Лично я хочу получить ответ на вопрос, опасно ли Припять для туристов. Может ли четвертый энергоблок взорваться еще раз и нанести урон всей Украине? Ну и, конечно, какие тайны скрывает зона отчуждения? Попасть на территорию зоны можно только через пропускной пункт Детятки. Чтобы пройти, у тебя должно быть либо разрешение на въезд от руководства зоны ЧС, либо ты должен ехать в составе туристической группы. Но в любом случае твои данные предварительно вносят в списки для проверки спецслужбами. Тем не менее, эти заморочки любопытных не останавливают. Машины, битком набитые туристами, ты начинаешь замечать еще на выезде из Киева. А на КПП с утра людей даже больше, чем на границе с Польшей. На градуснике 35 градусов. А я, посмотри, как одет. Нет, я не сошел с ума. Просто в Чернобыльскую зону отчуждения не пускают в шортах, шлепках, топах, купальниках, плавках. В общем, форма одежды должна быть максимально закрытая, чтобы радиоактивные частицы не попали каким-то образом на твою кожу. Безлюдная дорога ведет от КПП прямо в Чернобыль. Город, который стал символом ядерной катастрофы, от упоминания которого в голове всплывают страшные кадры из «Сталкера», кровожадные мутанты и жуткие аномалии. Даже днем от этих мест бегут мурашки по коже. Страшно представить, что здесь происходит ночью. Мы наконец-то добрались до Чернобыля, и так как станция называется Чернобыльской, этот город иногда считают опасным и путают с Припятью. Но это не так. Здесь живут люди. И вообще, мне обидно за Чернобыль. Почему его ассоциируют только с катастрофой? Он старше Львова, прикинь. Он 1193 года. Чернобыль назван в честь полыни, потому что она называется еще Чернобыльник. Для следующего интересного факта о Чернобыле я привел тебя вот в это место, полное комаров и кущерей. А знаешь почему? Потому что если бы ты перенесся в 19 век и рассказал факт о полыни жителям Чернобыля, знаешь, что бы они тебе ответили? Таки да, парнишка, потому что в это время это был город хасидов, как Умань сейчас. Только не удивляйся, что здесь красная звезда, а не звезда Давида, потому что в советские времена, естественно, тут сделали военкомат. Чернобыль – одно из немногих мест в зоне, где днем практически нет туристов. Вот и я решил тут не задерживаться и отправился на атомную станцию, находящуюся недалеко от Припяти. К тому же, меня еще ожидала ночевка в Чернобыле, и у меня был план нарушить строгий комендантский час, чтобы отправиться на ночную охоту за монстрами. Когда над четвертым энергоблоком сделали объект укрытия, который должен был защитить Украину и Беларусь от очередных выбросов радиационных частиц, все равно говорили о том, что этот проект не выгорит. Постоянно говорили о том, что он может накрыться в любой момент и будет очередной выброс радиации, который опасен украинцам. Но потом сделали объект, который назывался Арка. Он, по идее, должен был решить все проблемы, но слухи это не остановило. И все равно продолжали говорить о какой-то угрозе. Прямо сейчас я попробую этот миф опровергнуть либо подтвердить. На ЧС нас переодели в смурфов и повели по так называемому золотому коридору, который соединяет станцию от первого энергоблока до четвертого, в котором и произошел взрыв в 86-м. И вот тут я начал жалеть, что согласился на эту экскурсию. Ну, серьезно, здоровье все-таки дороже. Боялся я до тех пор, пока не зашел в первый кабинет и не увидел, что здесь, в меньше чем в 500 метрах от зоны аварии, работают люди. Прямо как на обычном предприятии. Вот, например, эти парни контролируют работу оборудования и энергоснабжения станций. Кстати, многие думают, что ЧАЭС прекратила свою работу сразу после трагедии. Но на самом деле станция работала вплоть до 2000 года, пока не был остановлен третий энергоблок. Ты не поверишь, сейчас здесь производят электроэнергию. Правда, уже экологичную, солнечную.
А вот это щит управления энергоблоком. Когда-то отсюда сотрудники ЧАЭС следили за работой реактора. Теперь это место больше похоже на музейный экспонат. Мне удалось найти даже кнопку экстренной остановки реактора, которую, к сожалению, не удалось использовать во время аварии в 86-м. На мне сейчас чуть больше степеней защиты, потому что мы движемся уже в 3-й энергоблок. А вот, кстати, так выглядит дверь и вход в 4-й энергоблок. 3-й энергоблок выглядит так же, как и 4-й, поэтому пользуется популярностью у туристов. Кстати, я был удивлен, что наш сопровождающий масочку так и не одел. Либо его уже радиация не берет, либо он тоже не доверяет вот этому малюсенькому слою поролончика. Это мемориал академику Валерию Ильичу, оператор главных циркуляционных насосов 4-го блока. Вот он погиб во время аварии, и тело его не было найдено. И вот тут случилось то, чего я не ожидал. Мне сказали, что нас проведут под арку, и мы сможем увидеть, как происходит демонтаж старого саркофага. Посмотри, вот так вот выглядит арка изнутри. Нахожусь полдня, у меня, вообще на этой площадке у меня 9 микрозилов. Это суммарно за день. Дневная доза у нас 100. У меня уже 10, видите, перескочил. Когда мы здесь начинали строительство, это была локальная зона, здесь было очень грязно. Мы здесь ходили в белых одеждах, в респираторах. Когда арку надвинули, безопаснее стало вокруг. Она хотя и не герметична была, и еще, в общем-то, все тут было открыто, тем не менее, гораздо меньше стало излучения. Если что-то там, не дай бог, случится, то вот это все, что вы видите, это будет барьером очень хорошим. Ну а что если землетрясение или смерч? Неужели катастрофа все-таки может повториться? На самом деле нет. Сейсмостанции, зеленые прямоугольники на карте, зоны отчуждения, они контролируют сейсмическую обстановку. У нас молодые горы ближайшие, Альпы, Карпаты. Вот все, что от них может потенциально произойти, может докатиться, оно, соответственно, будет отслежено этими сейсмостанциями, мы будем знать, к чему готовиться. И получается, они специально расставлены, то есть они находятся именно таким образом, чтобы максимально поймать те самые колебания сейсмические. Да. Одна из сейсмостанций находится на нашей промплощадке. Ага, все, я вижу. То есть вот гляньте, если ближе подойти, вот Припять, вот одна, выше одна, чуть Чернобыля. Изначально, когда попадаешь на ЧАЭС, тебе кажется, что здесь действительно может быть опасно. Все эти меры предосторожности, с которыми ты сталкиваешься на каждом шагу, создают впечатление постоянной опасности вокруг. Но на деле не все так страшно. Именно эти меры предосторожности и делают посещение сотен туристов станции абсолютно безопасными. Днем в Чернобыле я встретил обычных работников станции, но специально для фанатов конспирологических теорий я выйду в Чернобыль ночью и посмотрю, вдруг здесь прячутся монстры. Чернобыль ночью, наверное, самое жуткое место в Украине. Темнота опускается на город стремительно, и ты теряешь ориентир, двигаясь в темноте практически на ощупь. В какой-то момент я начал слышать жуткое, немного хриплое дыхание за своей спиной. Я прислушался, и это было... Ром, ну что ты в кустах делаешь? Ну вылазь, не смешно. Вообще-то монстры тут реально есть. Это гребаные комары. Да. Еще один из распространенных мифов о Чернобыле, что животные здесь вымерли. Вот вам дикая природа Чернобыля. Абсолютно нормальная, не двухголовая, не пятилапая лиса, которая с удовольствием кушает колбаски. Что, тебе больше не нравятся мои колбаски? Так как доступ людей в зону ограничен, это позволило лесным жителям бесконтрольно размножаться. Что еще раз доказывает, что человек для животных намного опаснее радиации.
Сейчас я покажу тебе кадры Припяти, которые ты редко сможешь увидеть. Юзернейм. Это Припять без туристов! Мы просто приехали сегодня с самого утра, поэтому здесь еще безлюдно. Но через пару часов здесь будет яблоку негде упасть. И толпа людей, как будто в каком-то областном центре. Когда вышла игра «Сталкер», на Припять обрушилась волна популярности. И она стала частью массовой культуры. Начали снимать художественные фильмы, документалки. Многие из них даже получили Оскара. Например, во вторых «Трансформерах», ну, они, конечно, Оскара не получили, но по сюжету тут был спрятан артефакт, деталь корабля автоботов. Но Майкл Бэй не снимал в реальной Припяти, и там все было смешно и неинтересно. Но вот группа Pink Floyd сняла свой клип именно здесь, и получилось невероятно круто. Показывал нам самые интересные места Припяти Вова, представитель ЧАЭС. Настоящий гик сталкерской темы. И это неудивительно. Здесь все, кто работает, такие. Вообще, какую опасность стоит в себе Припять сейчас? По большей части многие думают, что здесь за 32 года уже нормальный город, где в принципе можно проживать, но по большей части это не так, потому что загрязнение Припяти локальное. Причем локальное, и все вот эти вот пятна, они не в больших своих объемах, а в маленьких, и представляют опасность для тех людей, которые не знают, что это такое. В частном случае, что может произойти с человеком, который приехал и ведет себя в Припяти неосторожно? Можно не пройти дозиметрический контроль. Это самое страшное. Ну, в данном случае, да. Но, естественно, опять же, никто не говорит о том, что... То есть, подожди, но человек не прошел дозиметрический контроль. Что ему говорят? Все, ты живешь в Припяти и не выходишь за территорию. Что это, что это сулит? Это, ему скажут не так, конечно, это все шутки, хотя мы так на самом деле пугаем, да, людей. Но по факту, опять же, можно, если не очень аккуратно себя вести, можно где-то что-то проглотить, вдохнуть, особенно в таких вот грязных местах, как мы с вами сейчас проходим. Что делать, если турист захотел в туалет в Припяти? Я так понимаю, что в кустике ходить не надо? Терпеть? Ну, вот то, о чем я тебе говорил, что можно в Припяти наткнуться на такие локальные участки загрязнения радиации довольно легко. И почему мы говорим, что нужно ходить как сопровождающим не след в след, а хотя бы следовать его или спрашивать, когда вы когда-то хотите отлучиться. Вот то же самое место, вроде бы как бы ничего не видно, но уже прибор срабатывает отсюда, показывает 400 микрорентген в час при норме до 30. Ну, а если ближе подойдем, то, естественно, уже даже, думаю, по звуку без цифр понятно, что ценный фон превышает намного-намного. Уже 5500 микрорентген показывает вот в таком локальном месте. 5000? Микрорентген в час, да. Мой вердикт: стрёмно, очень стрёмно. Тебе, наверное, интересно, кто же тот чувак, который ходил с нами всю программу и махал каким-то электронным кадилом? Пора мне вскрыть карты и представить моего загадочного спутника. Это Макс. И он представитель модного сегодня направления Home Science. Проще говоря, Макс занимается научными исследованиями в области физики в домашних условиях, без привязки к всяким там НИИ. Сейчас с Максом будем мутить науку. Я принес сегодня сцинцилляционный спектрометр, который может мерить даже очень малые уровни радиации. Сейчас мы попробуем замерить разницу между фоновыми значениями и разницу между яблоком, Которая растет в центре Припяти. Сейчас мы попробуем проверить вообще, насколько съедобны или несъедобны фрукты, которые растут в зоне отчуждения. Хорошо, Давай. держи. Что показывает прибор? Ну, согласно нашему замеру, показания от яблока не превышают уровня фона здесь, именно на этой площади. То есть излучение у яблока может быть и есть, но оно настолько малое, что прибор не может его увидеть из-за того именно загрязнения. То которое есть здесь в теории можно считать, что слух, что все, что растет на территории зоны загрязненное, не совсем правдивый. Ну, на самом деле не все загрязнено. Например, яблоки, как видим, мы более-менее чистые. Но те же самые грибы будут очень опасны. А это самое знаменитое место Припяти. Тут туристы даже вот сейчас 6 часов вечера, и все равно их здесь битком. Блин, у меня на районе меньше людей. Каждый человек, который бывал в этом месте, делал то, что делаю сейчас я.
Итак, у нас есть два утверждения. Зона – это очень опасно, никогда не приезжай сюда ни в коем случае. И это вообще не опасно, тусуйся, ходи сюда нелегалом и прочее, прочее. Что из этого правдивое? Ничего. Именно из-за незнания рождаются все эти слухи, которые активно раздувают в СМИ и псевдоученые, чтобы на этом попиариться. Но давайте будем честны. Да, радиация – это опасно. Но если бы здесь было настолько опасно, что люди умирали, сюда бы не приводили столько туристов. Я не говорю, что ты должен верить мне на слово по поводу всех мифов, о которых мы сегодня говорили. Ты должен сам сделать свой вывод. Изучи матчасть, приезжай сюда в зону отчуждения и убедись во всем сам. Ну, а опытные люди тебя встретят здесь и, конечно же, помогут. Ну и не забывай подписываться на наш канал, ставить лайки и все такое. Встретимся позже. Пока!